Привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале о русском по-русски. Сегодня необычное видео. Я решила ответить на ваши вопросы обо мне. Вы очень часто спрашиваете меня в комментариях, и я получаю одни и те же вопросы. Поэтому я решила, что я сделаю такое видео, где я отвечу на них. Все смогут посмотреть и узнать все, что вы хотели обо мне. Если вам это интересно, не выключайте видео. Итак, здесь ваши вопросы. Я прочитала все вопросы, их было очень много, спасибо. И я поняла, что есть две группы вопросов. Первая группа – это вопросы обо мне, и вторая группа – это вопросы о моей собаке. Я думаю, что мы начнем с вопросов обо мне, а потом я расскажу вам о моей собаке тоже. Итак, буду читать ваши вопросы и отвечать на них. Первый вопрос. Ваша профессия преподавательница? Да, я преподаватель. Я могу сказать, я преподаватель, я преподавательница. Я работаю в университете, и также у меня есть индивидуальные занятия с учениками. Я преподаю русский язык, русскую литературу и русский язык как иностранный. Следующий вопрос. Вы будете учить нас, как писать официальные документы, например, заявление на работу, письмо и так далее? Да, обязательно буду, но сейчас моя задача – это база видео о грамматике. Сначала я хочу сделать такую базу, а потом я уже буду делать видео на, например, такую тему. Вы раньше были в Турции? Да, я была в Турции один раз, и я была в Турции в этом году, кажется, в марте или в феврале. Я не помню точно. Покажу вам здесь несколько фотографий из моего путешествия в Турцию. Как вы справляетесь со страхом? Очень интересный вопрос. Я не ожидала такого вопроса. И, наверное, у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что это трудно. Трудно справляться, бороться со страхом. Обычно я не борюсь с ним. Мне кажется, если страшно, нужно немного побояться. А потом будет не страшно. Вы замужем? Было очень много таких вопросов. Нет, я не замужем. Что вы делаете в свободное время? Какой ваш любимый фильм? Первый вопрос. Что я делаю в свободное время? Я люблю читать, я снимаю для вас видео. Мой YouTube-канал – это мое хобби. Я гуляю с моей собакой, путешествую, изучаю английский и французский языки. Иногда я люблю просто лежать на кровати и смотреть фильмы или сериалы, или слушать музыку. Наверное, делаю все, как обычные люди. Какой ваш любимый фильм? Это сложный вопрос. Я люблю разные фильмы, но, наверное, я назову не любимый фильм, а любимый сериал. Я очень люблю сериал «Дети Арбата». Это сериал, снятый по трилогии Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Это русский автор. Если вам нравятся произведения о войне, я советую вам прочитать это произведение. Какое хобби у вас есть? Я уже ответила, мой канал, то, что я делаю для вас, это мое хобби. Еще, наверное, английский и французский языки. И еще я немного занимаюсь спортом. Какой предмет вы очень любили в школе, кроме русского языка, конечно? Историю, географию, химию, биологию. Я очень любила химию и биологию в 8 и в 9 классах. Но потом разлюбила. Не знаю почему. И еще я любила черчение. Я не очень хорошо рисую, но черчение мне нравилось. А не любила, ненавидела я физику. Это был мой нелюбимый предмет. Я ничего в этом не понимаю. Скажите, пожалуйста, вы можете играть на фортепиано? И вообще, вы музыкальный человек?
Я не музыкальный человек, у меня очень плохой слух. Как говорят по-русски, мне медведь на ухо наступил. Я очень плохо слышу мелодию, не понимаю ритм. И в школе я училась играть на гитаре, но не научилась. Я люблю петь, но я не умею петь. Это очень некрасиво. Have you met any of the other Russian language teachers on YouTube like Max, Daria, Nika, Anna, etc. Either in person or through the internet? Thanks. Я отвечу по-русски. Я никогда не встречалась в реальной жизни с другими преподавателями, которые ведут свои блоги на YouTube, но я общалась по интернету с Анастасией Семьиной. Надеюсь, я правильно произнесла ее фамилию. Анастасия, извините меня, если неправильно. Мне кажется, Анастасия очень интересный блог и страница в Инстаграм. Я подписана на нее и очень часто смотрю ее сторис и читаю ее посты. Но я бы, конечно, хотела встретиться и с другими преподавателями, которые ведут свой блог. У вас есть дети? Если есть, поставьте, пожалуйста, русинку. Я не понимаю, что такое русинка, но детей у меня нет. Где вы работаете? Я работаю в МГИМО. Это Московский государственный институт международных отношений. Я работаю там преподавателем русского языка как иностранного. Какой университет вы окончили? Я окончила бакалавриат и магистратуру Государственного института русского языка имени Пушкина. И сейчас я соискатель, я пишу кандидатскую диссертацию. Чтобы изучать русский язык, с какой части грамматики начать? Чтобы изучать русский язык, не нужно делить грамматику на части речи. Если вы хотите правильно изучать русский язык, не надо сначала учить существительные, потом прилагательные, потом глаголы и так далее. Возьмите учебник по русскому языку как иностранному. Там есть содержание. Это будет программа ваша. Вы можете использовать это как программу и учить все в комплексе. Да, и существительные, и глаголы, и прилагательные, и грамматические конструкции, и читать, и слушать, и писать. Нужно все это делать вместе. У вас был русский преподаватель или курс? Был русский преподаватель. Ну, конечно, у меня был русский преподаватель, потому что я русская, и я изучала русский язык в школе и в университете. И, конечно, я ходила на курсы по русскому языку, потому что русские тоже изучают русский язык, чтобы не делать ошибки. Какую книгу вы советуете читать по русской грамматике? На вопросы «посоветуйте мне книгу», «что мне читать», я всегда отвечаю, что я не могу дать совет, если я не знаю вашего уровня языка, не знаю, какие у вас есть пробелы в языке. Это всегда очень трудно. Нет универсальной книги по грамматике для всех студентов. Вы не любите делать себе прически? У вас все время одна прическа. Да, наверное, не люблю, потому что мне это не интересно, у меня нет на это времени, и мне кажется, что так тоже неплохо. Напишите, нравится вам или нет. У вас есть родители, братья, сестры? Сколько братьев и сестер? Да, у меня есть родители, конечно, и у меня есть 2 брата. Я старшая. 2 моих брата младшие. Один брат студент, он учится на 2-м курсе в университете, а другой брат еще очень маленький, он ходит в детский сад. Если бы вы не были замужем, могли бы вы выйти замуж за человека другой религии? Я не замужем. Вопрос религии всегда очень сложный. В теории, наверное, могла бы. Но у меня есть любимый человек, поэтому я не думаю о других религиях или о молодых людях, представителях другой религии. Но теоретически, да, конечно, могла бы.
Скажите, пожалуйста, какой метод выбрать, чтобы мой словарный запас в какой-то степени раскрылся в этом месяце? Мне нужно поехать в Москву на работу в ближайшее время. Достаточно ли прочитать книгу? Нет, недостаточно. Прочитать книгу не значит выучить слова. Я думаю, что лучший способ разговаривать в Москве по-русски с носителями языка, записывать слова или конструкции, которые вы не понимаете, которые для вас новые, и учить их, повторять, стараться повторять за носителями языка, использовать такую же интонацию, такие же конструкции слова, которые мы, носители, используем в своей речи. Вы живете в России? Да, я живу в России, в Москве, но Москва – это не мой родной город. Планируете ли сделать видео для ТРКИ? Да, планирую, но не в ближайшее время. Какой способ самый хороший для изучения русского языка? Самый лучший способ – это тот способ, который подходит вам. Все люди разные, и если одному человеку подходит такой способ, он читает книгу, и он потом легко запоминает слова. Другому человеку такой способ может не подойти. Поэтому у меня тоже нет одного ответа на этот вопрос. Я нормально понимаю русский язык, но мне трудно говорить. Что посоветуете мне? Говорить. Я уже снимала видео с советами, как изучать русский язык. И там я говорила, что лучший способ научиться разговаривать – разговаривать. Если вы не будете разговаривать, лучше с носителями языка, к сожалению, вы не будете разговаривать по-русски свободно. Это просто невозможно. Поэтому хотите разговаривать? Разговаривайте. Если вы не знаете, с кем разговаривать, найдите себе подругу или друга в интернете. Сейчас есть масса возможностей. Например, есть вот этот сайт, который я вам советую. Там можно найти русского друга или русскую подругу. И вы можете помогать ему или ей изучать ваш родной язык, а он будет помогать вам или она изучать русский язык. Какой певец вам нравится? Вы знаете Егора Крида? Да, я знаю Егора Крида, но я не слушаю Егора Крида. Певец. Но мне нравится больше всего одна группа. Группа называется «Сплин». Советую вам послушать их песни. Как вы учите английский и какими языками вы владеете? Сейчас я только смотрю что-нибудь на английском, смотрю YouTube, смотрю сериалы и читаю научные статьи, потому что я пишу диссертацию. И сейчас это весь мой способ. Еще я изучаю французский язык, и раньше я изучала чешский язык, но сейчас я ничего не помню, потому что у меня нет времени этим заниматься. Какой у вас характер? Я думаю, что не самый лучший, но и не самый плохой. Я немного трудный человек, потому что я очень упертая, но я очень целеустремленная, усидчивая и ответственная. Когда мы будем хорошо говорить и понимать и читать по-русски? Я не знаю. Когда вы будете много заниматься, вы будете хорошо читать, писать и понимать по-русски. И последний вопрос. Вы любите театр или кино? Я люблю и театр, и кино, но я не люблю ходить в кинотеатры. Фильмы я предпочитаю смотреть дома. В театры я очень люблю ходить. Вы будете создавать группу, чтобы учить нас русскому языку? Группы не будет, потому что мне нравится вести YouTube-канал, мне нравится вести Patreon, и я не хочу создавать еще одну социальную сеть, потому что я знаю, что у меня не будет хватать времени на это. Поэтому телеграм-каналы, группы WhatsApp, ВКонтакте, в Фейсбуке я делать не буду. Ваша любимая книга какая? Интересный вопрос. У меня очень много любимых книг, но, пожалуй, самая любимая – это «Тихий Дон». Это роман Михаила Александровича Шолохова. Советую вам его прочитать. Вы как достигли на этот успех? Я не понимаю этот вопрос, поэтому мы его пропустим. Ваш любимый русский фильм? Опять вопрос про фильм. Кажется, я уже на него ответила. Если у вас ученики, кем вы гордитесь?
Конечно, я горжусь всеми учениками, и я радуюсь за них так, как я радовалась бы за себя. И когда мои ученики поступают в университеты или успешно сдают экзамены, я всегда очень рада за них, и я безмерно горжусь ими. Откуда мы можем знать, какие глаголы в каких падежах использовать? Ну, глаголы не нужно использовать в падежах, но нужно знать, после каких глаголов какие падежи нужно использовать. И это нужно учить наизусть. Другого варианта нет. Какой у вас дом? Сейчас я живу не в своей квартире, но летом я переезжаю, и я думаю, что я сделаю для вас видео и покажу вам мой дом, но не в ближайшее время. Что вы учили в университете? Я изучала филологию, русский язык, русскую литературу, психологию, и меня учили преподавать русский язык, русскую литературу и русский язык как иностранный. Какая для вас была самая замечательная поездка? Наверное, это была поездка в Южную Корею. Я ездила туда как студентка по обмену на 1 семестр, когда я училась в магистратуре. И, во-первых, это был необычный опыт, потому что я поехала туда учиться. И это был первый опыт преподавания русского языка как иностранного студентам. И, во-вторых, это была моя первая поездка в Азию. Первая самостоятельная поездка в Азию. До этого я никогда не была одна за границей. Конечно, было немного трудно, потому что нужно было много учиться. И я не знала корейского языка, сейчас тоже не знаю. Не все в городе понимали английский язык, и было чуть-чуть трудно. И южнокорейская еда тоже не очень мне подходит, поэтому было трудно, но это была потрясающая поездка. Что вы думаете о французском и немецком языках? Я думаю, что это очень красивые языки. Я сейчас изучаю французский, и, может быть, когда-нибудь я решу изучать немецкий. У вас есть парень или муж? Да, у меня есть парень. С кем вы живете? Я живу с моим парнем и с моей собакой. Как вы себя видите через 10 лет? Отличный вопрос. Через 10 лет. 10 лет — это очень много. Я надеюсь, что через 10 лет я стану кандидатом наук, что я защищу свою диссертацию, что у меня будет мой прекрасный дом, ну не дом, а квартира, что я побываю в Америке, в Австралии и в Индонезии, как я хочу. Может быть, что у меня будет ребенок или дети, и что я буду развивать мой канал и работать также преподавателем, как я работаю сейчас. Сколько лет надо изучать язык? Язык нужно изучать всю жизнь. Язык нельзя выучить. Поэтому просто примите это, поймите и смиритесь. В каком городе вы живете? Я живу в Москве. Какие книги вас интересуют? Я люблю художественную литературу и люблю книги по психологии. Какая красивая собака! Откуда у вас эта собака? Какая у него или у нее порода? Его зовут Вольт, и порода называется Сиба-Ину или Шиба-Ину. Это японская порода. Но моя собака не из Японии, а из Подмосковья. Ему 2,5 года, скоро будет 3 года, и это очень умная и очень непослушная собака. Поэтому, если вы хотите послушную собаку, наверное, Сиба-Ину это не лучший вариант. С ними нужно очень много заниматься. У них очень сильный характер, и они всегда хотят показать, что они главные. Но я очень-очень его люблю, и надеюсь, он тоже меня любит. Фух, кажется, это все вопросы, которые вы мне задали. Надеюсь, вам было интересно услышать ответы на них. А сейчас, та-та-та-там, я расскажу о конкурсе. Я обещала, когда на канале будет 75 тысяч подписчиков, я сделаю еще один конкурс. У вас 75 тысяч. Спасибо за это большое. Я хочу подарить вот такую книгу. Очень интересная книга, которая называется «Знакомимся с русской культурой». Ее написали мои коллеги. В этой книге есть интересные тексты о Скрябине, о Левитане,
о Достоевском, о Булгакове и о других известных людях, писателях, художниках. После текстов есть задание. Вы можете узнать больше об этих людях, а также познакомиться с новыми словами, конструкциями, вспомнить русскую грамматику. Эту книгу авторы советуют для уровня B1. Поэтому я думаю, что если у вас уровень А1, может быть, вам еще не нужна эта книга. Но если у вас уже хороший уровень и вы хотите улучшать ваш русский язык, эта книга будет для вас просто отличным учебником. Итак, что же нужно сделать, чтобы получить в подарок эту книгу? Мне очень понравился вопрос, который мне задали. Кем вы видите себя через 10 лет? Мне бы очень хотелось, чтобы вы записали видео, где вы расскажете, кто вы сейчас, как вы живете сейчас, кем работаете и кем вы видите себя через 10 лет. Я надеюсь, что ваши видео будут оригинальными, и я выберу самое интересное и самое оригинальное видео и отправлю вам вот эту книгу. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, сделайте видео и отправьте мне его до 10 июня на мою почту. Я напишу все здесь. И 20 июня я объявлю победителя конкурса. Я уверена, что вы пришлете мне интересные и оригинальные видео. Буду их ждать. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Если у вас остались вопросы, напишите мне их внизу в комментариях. Я обязательно отвечу в другом видео, где я буду отвечать на вопросы обо мне, о русском языке и о моей собаке тоже. Желаю вам удачи в изучении русского языка и увидимся в понедельник в 9 часов утра в новом видео. Пока!